Вся сложность в простоте. Цитата. За последние годы по всей планете проснулось от духовной спячки множество людей. И не суть важно, как и какие знания пробудили их. Объединяет нас поиск истины. Все мы чувствуем душу и слышим зов родного дома, духовного мира. Идем разными дорогами на один вокзал. Проснувшихся – множество, освободившихся – единицы. И все мы осознаем, что мир материи временен и иллюзорен. Чувствуем счастье от чувственного соприкосновения с миром духовным. Так что же держит нас в этом мире иллюзий? Цитата. «А что здесь такого, что держит вас здесь? Почему мы по-прежнему уделяем так много внимания временным возможностям и проявлениям мира материи? Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно знать первопричину зарождения желаний в человеке. Желание – это результат работы сознания, которое направляет внимание личности на достижение определенной цели. Изначально у личности заложено только одно желание – жажда познания. Сознание – это часть материального мира, а потому оно, цепляясь за первичное желание личности, подталкивает человека познавать новое через получение определенного опыта в этом мире. Для этого сознание предлагает человеку разнообразные роли в спектакле материи, а личность, следуя своему любопытству, стремится к новым переживаниям. Но соприкоснувшись с духовным миром в обход сознания, через чувства человек уже понимает всю иллюзорность и ограниченность знаний и опыта этого трехмерного мира. Понимает, но по-прежнему неустойчив в своем стремлении поскорее вырваться из плена животного разума и вернуться домой. В данном случае человека можно сравнить с мигающей лампочкой, которая то проводит ток, то не проводит. Есть контакт с духовным миром через глубинные чувства. Человек проводит свет и стремится к Богу. Нет контакта, увяз в материи. Так почему же контакт не носит характер некой константы? Почему даже человек, способный через душу чувствовать мир вечности, снова и снова теряет эту чувственную нить и мигает между двух миров? Все дело в доверии. Личность, которая не доверяет Творцу всецело, будет снова и снова мысленно возвращаться к проявлениям трехмерности. А вдруг что-то пропустил, не попробовал, не узнал чего-нибудь ценного? А как же близкие без меня? И тому подобные сомнения от ума. А сомнение — это как раз и есть инструмент нашего мозга. Сомнение, оно всегда эмоционально. Почему? Когда человек занят, скажем, беседой, такое выражение, беседой с Богом, да, то есть внутренним чувственным восприятием мира духовного или развитием этого чувственного восприятия, ему не до сомнений. А сомнение — это праздность ума, это игра, это эгоизм. За этим сомнением всегда стоит желание другого. Это значит, человек боится отказаться от этого мира и не хочет воспринимать тот мир. Он хочет воспринять тот мир на всякий случай, но он его не знает, он его не чувствует. И он боится его почувствовать, потому что боится утратить этот мир. Ему кажется, что у него что-то он упустит. Такое вот недоверие возникает к чему-то, кому-то, даже к Богу. Из передачи «Смысл жизни. Бессмертие». Вместо того, чтобы каждый день жить духовным миром в доверии и любви к Богу, успокоить разум и позволить Божьему промыслу подхватить себя, личность продолжает перестраховываться и перебирать временные возможности этого мира. А все так просто. По вере вашей, да будет вам. Только проснувшись, я начала этот день с принятия решения. Сегодня я всецело вверяю себя в руки Божьи. Что бы ни произошло в этом дне, я доверяю Богу и верю, что Он всюду со мной.
все обстоятельства сегодняшнего дня я приму с любовью. Ничего особенного при этой мысли я не ощутила, ни физически, ни чувственно. Но появилось легкое и ненавязчивое интуитивное знание. Меня услышали, меня взяли под опеку. Это знание, а также твердость в принятом решении дарили ощущение тишины и покоя внутри. А еще маленькая искорка светлой радости засветилась в глубине груди, и с каждым часом она разгоралась все ярче и ярче. День начинался обычно. Мозг еще не проснулся до конца, но сознание уже суетилось, подбирая сюжеты для размышлений. Тело в своей резвости и бодрости медленно подтягивалось за мозгом, ожидая порцию физических упражнений. Как и всегда, я подошла к окну, чтобы, взглянув на окружающий мир, благословить день пришедший короткой, но такой глубокой фразой: «Любовь и благодарность». Утро встречало меня темнотой за окнами и шумом дождя. Мне предстоял насыщенный событиями день. Нужно было решить некоторые несогласованности по работе. Исходя из былого опыта решения таких вопросов, я понимала, что могут возникнуть конфликтные ситуации. Но это понимание не беспокоило меня. Я помнила о принятом решении всецело довериться Богу. И вот я уже шагаю на работу, навстречу серому утру, дождю и хмурым прохожим, с пониманием, что день не будет беспечным. Но вопреки всему, ощущение покоя и тихой радости в глубине моей груди растет и ширится. Это внутреннее состояние переходит во внешнее отражение. На лице сама собой появляется улыбка. Из души льется спокойная и нежная любовь ко всему миру. Цитата. «Надеясь на себя, человек обязательно столкнется со своей немощью. Надеясь на Бога, человек обязательно увидит Его могущество». Перед работой предпринимаю попытки самостоятельно решить несогласованные вопросы, но они не имеют успеха, а потому я с мыслью «ну, значит, так и задумано, на все воля Божья» иду оговаривать эти вопросы с начальством. Как и раньше в подобных ситуациях, встречаю весьма эмоциональную реакцию начальника на поднятый вопрос. Первой пришла мысль, что этот человек немного спокойнее, нежели обычно ответил мне. Но уже покинув комнату, я понимаю, что руководитель отреагировал как обычно. Эта моя реакция была еще более невозмутимой, чем раньше в таких случаях. Я без каких-либо опасений задавала все интересующие вопросы и с глубоким чувством любви и понимания к этому человеку ждала ответа на них. Эмоциональная несдержанность руководителя не нашла никакого отклика во мне. Спокойствие и радость не покидали меня ни на секунду, а точнее, это я не покидала этого тихого пространства внутри себя. Еще через 15 минут мне довелось в который раз убедиться, что система не любит таких раскладов, когда негатив не передается от человека к человеку, а встречает тупик в виде всепринятия и покоя. Ведь отрицая или осуждая что-либо, мы материализуем эту информацию вложением в нее внимания, а здесь система осталась без внимания. Другая ситуация уже по другому поводу. Одна из моих сотрудниц, захваченная вихрем негативных эмоций, выдала мне ряд обвинений на повышенных тонах. Но реакции на ее слова во мне не возникло. Вообще никакой. Словно и не мне вовсе все это адресовали. Словно вокруг меня образовалась невидимая стена, которая не пропускала никакого негатива вовнутрь. Вместо привычной для сознания злости, осуждения или, напротив, обиды, чувства вины, я ощущала эмоциональный вакуум, покой. Кто ты истинный? Такие моменты, как эмоциональная реакция на претензии окружающих, знакомы всем. Что там говорить?
Даже сознание постоянно предъявляет претензии к личности, а точнее к тому, кем личность себя считает. Вы задумывались когда-либо, почему вас так сильно беспокоит желание всегда оставаться хорошим перед другими людьми и перед самим собой? Из-за чего вы избегаете людей и событий, которые заставляют вас чувствовать себя неправыми, неугодными? Страх и злость – это лишь защитные реакции сознания. Оно заставляет вас защищаться, отстаивать тот имидж, ту репутацию, которая укоренилась в вашем самовосприятии. Но себя ли вы защищаете? Личность – это дух, а дух неуязвим. Так кого же вы защищаете? И вы ли защищаете? Сознание внушает личности ее никчемность, заставляет человека думать, что он, как и все материальное, временен и беззащитен перед этим миром. Животный разум через сознание навязывает личности действия, свойственные инстинктам и потребностям животных. С ранних лет сознание диктует личности, кто она есть, что ей свойственно, а что нет. Навязывает мысли об уязвимости перед этим миром и другими людьми. Те из иллюзий, что личность подтверждала, вкладывая свое внимание в них, приживаются. И вот уже личность ассоциирует себя с данным образом. Веря, что сформировавшийся образ – это и есть его личностные характеристики, человек защищает этот образ перед своим сознанием и сознанием других людей. Это вот такой хороший политический прием, когда сознание начинает бороться за тебя самой с собой же, понимаешь? И ты уделяешь силу внимания, потому что ты ж на стороне хорошего. Скажи, кто хороший в твоем сознании, кто борется за твою вечность, за твою будущую жизнь, в твоем временном и смертном сознании? Ответь, пожалуйста. Из передачи «Смысл жизни. Бессмертие». Так система порождает в человеке иллюзию-ассоциацию эго, чтобы, думая, что это и есть он истинный, человек вкладывал свое внимание в борьбу за мнимого себя. Эго – это такой себе комплексный демон, основное качество которого – гордыня. Этот комплекс состоит из мелких демонов. Это такие эмоциональные проявления, как алчность, властолюбие, осуждение, вина и тому подобное. Каждый из этих производных демонов питает эго. Как только личность поймет, что нет смысла вкладывать внимание в защиту иллюзии демона, научится принимать все проявления этого мира и других людей с любовью и пониманием, она начнет жить духом, а не эго. Тогда человек будет стяжать Дух Святой, а не сливать силы Аллата через эго на систему животного разума. Ты часть симфонии, не нарушай гармонии. Но этим мой первый сознательный день в полном доверии к Божьему плану не закончился. Передо мной опять предстали задачи, которые, как казалось на первый взгляд, разрешить было совсем непросто. Однако, как только я успокоила разум и улыбнулась надуманной значимости проблем, все стало разрешаться само собой. Я увидела простые решения там, где виделся тупик. События вокруг меня стали выстраиваться в продуманную цепочку благоприятных возможностей. Все складывалось как по волшебству, и за каждой моей невозмутимой реакцией на трудности, всепринятием и любовью следовала простая и продуманная развязка всех обстоятельств. Люди, события — все служило во благо. Цитата. «Докажи Богу, что ты человек, и Бог поверит в тебя». Анастасия Новых. «Птицы и камень». Происходящее вокруг и внутри меня даровало миг духовного прозрения. Я подумала, как же у Бога все продумано, до мелочей. В Его плане все просто до гениальности, и каждая задача имеет простое решение. А люди, мы не доверяем Богу. В
всячески перестраховываемся, думая, что полагаемся на себя, предпринимаем массу лишних действий. Но у человека нет собственной воли. Как мы знаем из откровений Ригдана Джапа в книге «АЛЛАТРА», в этом мире существует лишь две воли – воля Бога и воля животного разума. Человек лишь волен выбирать, какой воле служить, кому отдать внимание. Получается, что не доверяя Богу и решая все делать собственными силами, мы на самом деле уходим под влияние противоположной воли. Так вот в чем корень всех проблем. Животный разум не упустит возможности запутать личность в своих хитросплетениях, чтобы через все возможные эмоциональные переживания забрать у нее энергию. А люди потом сетуют, мол, неудача за неудачей и просвета не видно. Все дело в том, что сам того не понимая, человек попал под влияние животного разума и стал служить его потребительским планам. Основное, что нужно для пребывания в духе, это не отталкивать руки Божьей. Просто принять тот факт, что все уже есть в этом мире, и нечего желать более. Ведь любая фантазия, желание – это стремление определить Божьи планы, недоверие к Его воле. В чем суть большинства желаний? То, что вчера казалось очень важным, завтра уже ничто. Нас снова и снова проверяют на искренность веры, на твердость любви к Богу. Человек может и не понимать, что та светлая любовь, которую он чувствует в себе, это любовь его души к Богу, которая есть всегда и которая всегда получает ответ. Он может перенаправлять эту любовь на внешние проявления, однако стоит внимательно проанализировать процесс зарождения чувств, и тогда становится очевидным, кому они обращены. Привязанность к каким-то желаниям, временным возможностям этого мира – это всегда показатель, что личность не верит Богу, что человек больше доверяет видимым материальным проявлениям и боится покинуть этот трехмерный мир, потому что не верит в любовь духовного мира. Когда доверяешь Богу, приходит полное понимание, что все трудности и соблазны – это лишь уроки и испытания от строгого учителя, проверка любви и доверия к Богу. Это условия, дающие личности возможность стать зрелым духовным существом. Цитата. «И Бог заселил людей на землю, которая специально была создана для человека, с морями, сушей, растительностью и разными зверушками. Люцифер же избрал тело человеческое, в которое Бог поместил душу, породив тем самым в нем два начала – духовное и животное. И человеку была дана Богом сила мысли, поскольку он являлся Сыном Божьим. Разум же стал полем битвы мыслей двух начал. Именно это и подчеркивает создание человека Богом и Люцифером вместе. Именно это и показывает, что Люцифер был и остается правой рукой Бога, ибо он принимал активное участие в создании человека и принимает активное участие в воспитании его души. Таким образом, Люцифер дал людям возможность в совершенстве понять и познать, что такое хорошее и плохое. А Бог дал людям свободу выбора между двумя этими началами. С тех пор Люцифер и опекает людей. А почему Люцифер называет себя легионом? Все потому же, что действует через мысли нашего животного начала. А мысли этих, как правило, легионы. Вот вы сами проследите за собой. Ведь вам кажется, что вы обдумываете только одну мысль, которая именно ваша. А вы попробуйте удержать эту мысль хотя бы 10 минут, проконтролировать ее, и вы удивитесь, сколько всяких разных ненужных мыслей появляются в вашей голове. Вот это и есть легион. Поэтому Люцифер, образно говоря,
постоянно присутствует в нас, проверяя нашу уверенность, твердость в любви к Богу. Сенсей исконной Шамбалы, часть 1. Как же верно подметил Игорь Михайлович в передаче «Единение», что наши родители так не заботятся о нас, как это делает Бог. Он предупреждает любую ситуацию, заботится о всех нюансах. Когда на практике сталкиваешься с этим проявлением любви Бога к человеку, то ничего другого, кроме как любви и благодарности в ответ, не возникает. Прочувствовав эту заботу и поддержку, уже не хочется возвращаться к иллюзии от системы «надо подстраховаться». Уже не хочется менять на временные земные переживания в волшебство и счастье пребывания в Его воле. Зачем отступать от Божьего плана и служить планам животного разума, который использует тебя, отнимая ресурсы, необходимые для освобождения? Когда есть возможность в каждом дне жить Богом, стяжая Святой Дух и становясь частью духовного мира. Не говори людям о Боге. Живи так, чтобы тебя сами спросили. В каждом дне я держусь за Бога всем своим неразлучным объятием моей души. Моя искренняя любовь к Нему безмерна. Объятие мое столь крепко, а любовь к Нему столь безгранична, что куда бы ни послал меня Бог, там и Он пребывал бы со мною. А если Он со мной, чего мне бояться? Жизнь для меня там, где Он. Для моей души было бы милее быть вне небес с Богом, чем на небесах без Него. Анастасия Новых, АЛЛАТРА. Теперь каждый свой день я начинаю с полного доверия Богу. Словами не передать той полноты и счастья, умиротворения и тихой радости от пребывания в Его воле. Я просто наблюдаю, как глубинные чувства льются через мою душу из мира вечности, как любовь Божья творит простые чудеса в каждом дне. И все это берет начало из внутренней тишины и покоя. Однако это не значит, что можно перестать работать над собой в каждом дне, перестать избавляться от шаблонов и перестать углублять чувственное восприятие через духовные практики и медитации. Доверие не подразумевает перекладывание ответственности. Став истинно верующим, человек, который верит Богу и живет Богом, все воспринимает с любовью, а потому иллюзорное исчезает, становится прозрачным, и сквозь него видится истинное. Чтобы отпустить материальное, не нужно планировать, как ты будешь это делать, не нужно долго готовиться к этому. Нужно принять решение и отпустить земные желания, но не из страха, а из любви к Богу. Просто здесь и сейчас принимаешь решение всецело доверять Богу, встречая все в этом мире с любовью и пониманием. Каждый день проживая в единстве с Ним, а значит и со всем сущим. Ведь многие из нас знают и часто проговаривают душеспасительную молитву, открытую нам в книге Анастасии Новых «Сенсей. Исконной Шамбалы», часть 2. Так не пора ли от слов переходить к делу и на практике пребывать в Боге и служить Его планам? Отче мой истинный, на Тебя единого уповаю и молю Тебя, Господи, лишь о спасении души своей. Да будет воля Твоя святая укреплением моим на пути сием, ибо жизнь без Тебя — мгновение пустое.
и лишь в служении Тебе жизнь вечная. Аминь. Вся сложность в простоте. Автор Яна Шантарова по материалам сайта allatravesti.com.